Привет, друг! Ты на канале Jade Centers, меня зовут Джон Кормилицын, это 41-й новостной CG-выпуск с новыми обновлениями, событиями и технологиями. В этом выпуске Epic Games покупает Reality Capture, Octane X теперь доступен в Mac App Store, протесты на ArtStation и Promethean AI помощник для геймдева. Django FX рассказали, что финальная сборка Embergen 0.7.5 еще не готова для выпуска. Обновление планировали выпустить в первом квартале 2021 года и, к сожалению, ребята не укладываются в этот срок. Джанговцы в конце этого месяца предоставят лицензионным пользователям сборку того, что у них уже сейчас есть. Они сообщают, что будут очень признательны за ваши отзывы. В последней внутренней сборке теперь есть поддержка как анимированных FBX, так и некоторых файлов Alembic. Если у вас есть лицензия и вы хотите получить внутреннюю тестовую версию Embergen 0.7.5, присоединяйтесь к Discord Django FX, там есть подробная информация. Epic приобретает Capturing Reality, разработчика популярной программы для фотограмметрии Reality Capture. Финансовые условия сделки не разглашаются. Epic планирует интегрировать Reality Capture в экосистему Unreal Engine, но заявляет, что продолжит поддерживать клиентов, которые не используют игровой движок. Кстати, одним из ключевых клиентов Capturing Reality является Quixel, которая использовала софт для создания всей своей библиотеки Megascan для 3D-сканирования реальных объектов, таких как камни, растения и здания. Пройдемся по изменениям. Как и после приобретения Quixel, Epic снизила цены на новое приобретение. Теперь бессрочная корпоративная лицензия Reality Capture продается по цене около $4000 вместо предыдущих 17 тысяч. Представляете, друзья? Также снижена стоимость лицензии, которая позволяет бесплатно использовать программу в автономном режиме, а затем платить за экспорт каждой 3D-модели. Минимальный платеж снизили с $24 до $10. Еще пока не прояснилась ситуация с подписками на более дешевую версию Steam, которая еще недоступна. Ссылочку для ознакомления оставили в описании. Вышла первая публичная версия Promethean AI. Это программа, которая использует искусственный интеллект и помогает художнику в процессе создания виртуальных миров. Система представляет некий продвинутый и обучаемый ассет-браузер с голосовой поддержкой. Для VR это очень полезно, так как кнопками там пользоваться не совсем удобно. То есть достаточно сказать: «Прометей, создай комнату», и на мониторе появится комната с мебелью. Вы можете сказать: «Найди что-нибудь мягкое», и он это сделает. Можете попросить сделать грязную комнату более опрятной, и он сделает и это, так бы в жизни. Если попросить создать постапокалиптическую сцену, то вы увидите плесень и объекты, заросшие зеленью. Пока я еще точно не понял, в чем заключается именно искусственный интеллект. В превью мало чего показали, но если вам это интересно, то мы можем связаться с разработчиками и сделать полноценный обзор. Возможно, это что-то сногсшибательное, и нас ждет молчаливый Джарвис. А может и привязка голосового помощника к заготовленным скриптам. А может и искусственный интеллект привязывается к голосовому помощнику и создает разные комбинации. В официальных источниках утверждают, что конструктор адаптируется к индивидуальным вкусам каждого художника. Система поддерживает Unreal Engine и получила Epic Mega Grants. Уже сейчас можно скачать бесплатную публичную бета-версию. По сравнению с корпоративной лицензией, она имеет некоторые ограничения. Ссылочка в описании. А то и объявила, что Octane X теперь в бесплатном доступе в App Store. GPU рендер будет поставляться со всеми подключаемыми модулями Octane X DCC, функциями Enterprise и поддержкой RNDR. В дополнение к этому представили два новых предложения подписок Prime и Enterprise, которые делают Octane X для 3D-пакетов бесплатными в течение 1 года для Mac под управлением macOS 11 Big Sur. После годового периода подписка будет стоить около $600 в год. Помимо этого, Aтой выпустила Sculptron 1.0. Программа идет на базе GPU и предназначена для моделирования и преобразования меша в Volume. Sculptron поставляется по годовой подписке в $140. В последнем выпуске добавили новые инструменты для создания статических моделей, кэша и сетки, импорта и экспорта файлов в формате OBJ. Стабильная сборка включает такие стандартные функции, как Outliner и SceneGraph для управления сложными сценами. Кроме того, в программе появился деформер Delta Mesh, используемый во многих 3D-пакетах для исправления артефактов анимации путем сглаживания нежелательных деформаций меша персонажа
персонажа при сохранении деталей поверхности. Ссылочка с возможностями в описании. И да, кто покупает Wacom Cintiq Pro или Mobile Studio Pro, получает бесплатную 3-месячную подписку Sculptron. Вот такие дела. По просьбам одного из наших подписчиков расскажем о программе NeoBarok. Это бесплатная программа для 3D-моделирования. На днях вышло обновление 2.1.0. В эту сборку включили меню быстрого старта, парочку новых модификаторов кривых, различные режимы рисования и инструменты быстрой 3D-печати. Добавили Focus on Mouse, а также адаптировали его для ортогональной проекции. Модельное видео частично вылеплено в этой программе, а остальное было быстро скомпоновано в Medium VR. Также в последней сборке будут активны Depth of Field и анти-альязинг. Пока что NeoBarok работает с OBG, но в этом году планируется поддержка FBX. И еще сегодня выйдет патч с исправлением некоторых ошибок. Ссылочка для скачивания в описании. i2 Software анонсировала Forest Pack 7.0 для 3ds Max. Бета-версия этой сборки выпущена еще в ноябре прошлого года. Программа предназначена для разброса растительности в сцене 3ds Max. Новый релиз содержит ряд новых функций и обновлений. Добавили возможность разброса объектов любого типа и рассеяния света. Внедрили поддержку бета-экспортера для Unity, а также House Vantage и Unreal Engine для Data Smith. Обновление также расширяет поддержку Corona Render. И еще подключили 2 библиотеки, в результате чего общее количество коллекций достигло 15, а это более чем 430 материалов. Ссылочка в описании. Adobe выпустила After Effects 18.0. В этой сборке включили возможность создания шаблонов для Motion Graphics, что позволяет при работе в Premiere Pro вставлять собственные изображения или видеоклипы. Представили функцию, ранее доступную в бета-версии, это новый режим предварительного просмотра 3D-проекта в реал-тайм, который заменяет старый режим OpenGL Fast Draft. И еще добавили инструмент 3D Ground Plane, который позволяет точно ориентировать объекты в пространстве, а также использовать привязку для выравнивания. Панель инструментов Composition также была реорганизована, чтобы упростить доступ к элементам управления 3D. Adobe выпустила отдельную бета-версию, в которой представлена поддержка многокадрового рендеринга, позволяющая визуализировать кадры параллельно на многоядерных процессорах. Подробнее о возможностях по ссылочке в описании. Помимо этого, Adobe представила Character Animator 4.0. Эта программа использует мимику лица для анимации персонажей в реальном времени. Из нововведений это внедрение формата при сохранении проектов, которые Adobe описал как более быстрый, компактный и устойчивый. Однако изменения, внесенные в проекты в сборке 4.0, несовместимы со старыми версиями Character Animator. Кроме того, появился Hopscotch the Frog. Это новый персонаж лягушки с подвижными конечностями. Вот такие вот дела. Будем тверкать. Ну и на этом все. Ссылочка в описании. Next Limit, создатели RealFlow, выпустили Maxwell 5.2. В этой сборке обновили программные шумоподавители рендеринга. Теперь Maxwell не выполняет 2 прохода, а информация Denoiser хранится в MXI файле, за счет чего требования к памяти сведены на минимум. Multilight теперь работает на GPU, а сам движок получил поддержку NVIDIA Ampere, включая GeForce RTX 30 серии. Еще добавили новый Substance Designer ассистент, который автоматически переводит процедурные материалы Substance в материалы Maxwell. Подробнее смотри по ссылочке в описании, ты уже в курсе, мне кажется, 300 раз. EA анонсировал обновление Plant Catalog. Добавили 14 новых видов растений, в том числе 3 широколиственных дерева, 8 кустов, 1 объект почвы в высоком разрешении и кактус. С этого выпуска вместо крупных обновлений каждые несколько месяцев будут выпускать более мелкие. Plant Catalog совместим со всеми популярными 3D-пакетами, ссылочку оставили в описании. Louis Vuitton совместно с агентством Visualize недавно представили AR-рекламную кампанию на здании магазина в Париже. Через официальное приложение Louis Vuitton можно было увидеть, как магазин захватывают анимированные персонажи Zoom with Friends. Перед запуском здания необходимо было сканировать и постоянно обновлять в связи с меняющимися условиями и освещением на местности. Из-за ограничений в Великобритании Visualize работала с французскими партнерами, чтобы проводить ежедневные тесты. Нет, конечно, ни теней, ни каких-то интересных материалов, но в целом с анимацией по телефону что еще надо-то? Выглядит забавно. Все больше компаний сейчас пользуются подобными инструментами для привлечения аудитории к арт-объектам, архитектуре и так далее. Скоро наведи на любое здание, там лягуха и кошак показывают тверк. Будущее.
Платформа ArtStation объявила о внедрении NFT на площадку и всего через пару часов приостановила свои планы из-за весьма критичных комментариев. Через Twitter хлынули негативные отзывы художников, а некоторые пользователи и вовсе планировали удалить свои учетные записи в знак протеста. Художники сходились во мнении, что это превратит площадку в мусорку для тех работ, кто сейчас зарабатывает на хайпе. Не выдержав натиска, ArtStation удалила исходный пост и вместо этого выступила с заявлением о приостановке. Но не отмене на планы на NFT-то, а? Цитирую. «Мы надеемся, что в будущем сможем найти решение, которое будет справедливым и экологически безопасным. Потребуется время, чтобы поразмыслить над этим, и мы сделаем все возможное, чтобы вернуть доверие». Да, ребят, да. То есть NFT это сейчас, я думаю, что вы понимаете, какой огромный информационный шар сейчас нас преследует. По поводу ArtStation, я думаю, все логически. И делать такой пост было крайне глупо. Если говорить конкретно о искусстве, но это лично мое мнение, то его в данном случае попусту нет. Кто бы там что ни говорил, посмотрите правде в глаза. Огромное количество самозванцев, я про художников, которые художники-то более 1 или 2 дней, делают просто деньги на том, что сейчас актуально. Если вы хотите хайп, коллабьтесь с другими художниками. Если эти художники не коллабятся с вами, то, наверное, понятно почему. Те, кто умеет рисовать, на этой площадке будут в любом случае. Если сами площадки не будут принимать меры по поводу псевдохудожников, то, конечно, эта тема затянется еще на огромное количество времени. Спасибо, друзья, за просмотр. Ждите наши новые ролики. Сейчас готовимся к различным выпускам. Потихонечку будем менять формат, потому что обычные уроки не так сильно стреляют, и мне хотелось бы, конечно, идти на огромную и массовую аудиторию. Поэтому подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и удачи!